Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Татьяна. Сегодня легкая фактурная абстракция по исполнению, но очень дорого и эффектно выглядит. Я использовала декоративную штукатурку и речной песок для создания текстуры, античные пигменты для состаренного эффекта. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующее видео очень скоро. Итак, давайте начнем. Для текстуры я беру акриловую краску и добавляю мраморный порошок. Можно взять и гипсовую штукатурку. К этой смеси я добавляю речной песок. Благодаря его частицам получится царапанная поверхность, когда я буду формировать текстуру картины. Добавляю еще штукатурку, так как мне нужно получить смесь, которая будет средней густоты и не растекаться по поверхности. Наношу штукатурку на всю часть картины, и нижнюю часть я формирую более толстым слоем, так как техника нанесения верхней части будет отличаться. Начинаю выравнивать верхнюю часть, держа шпатель так, чтобы снять лишнюю штукатурку и сделать царапины на поверхности. В этом мне помогают частицы песка, добавленные в смесь штукатурки. Также, кроме царапин, я делаю движение рукой так, чтобы немного снять штукатурку с холста и вернуть ее обратно скользящим движением. Получается легкий песочек на поверхности. Нижнюю часть картины формирую с помощью кисти, чтобы поднять штукатурку, сделать пики, так как мне нужно, чтобы эта часть была более объемной и грубой. Также немного добавляю штукатурку кистью в верхнюю часть, чтобы соединить общее впечатление от картины. С помощью влажной морской губки я слегка придавливаю и формирую всю поверхность для завершающего действия. Очищаю края и оставляю полностью высохнуть. Наждачной бумагой я прохожу в основном верхнюю часть картины и края, чтобы слегка сгладить шероховатости. Чтобы закрепить фактуру и создать легкое нанесение последующих слоев, я прокрашиваю лаком на водной основе, разведенным водой 1 к 3. Одна часть лака и 3 части воды.
Затем беру черную акриловую краску и прокрашиваю всю поверхность. После высыхания начинаю добавлять цветные блики, которые придадут картине красивые переливы. Сначала добавляю лавандовый перламутр и делаю прокрас тонкой кисточкой в нескольких местах хаотичными движениями. Далее пигмент античный бронзовый. В него я добавляю неразбавленный лак на водной основе и также прокрашиваю им в нескольких местах верхней части картины. И золотой пигмент, который имеет оттенок зеленого старого золота. Также размешиваю его с лаком. Беру такое количество, чтобы хватило покрыть им всю картину. Кусочком морской губки, слегка касаясь поверхности, чтобы были видны все цветовые слои, я прохожу по всей верхней части холста. Нижнюю часть картины прокрашиваю кистью, заходя во все впадины и выпуклости. Делаю эту часть полностью золотой. В заключение корректирую кистью верхнюю часть, добавляю золотые акценты, чтобы картина выглядела целостной.
Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поставьте, пожалуйста, лайк и не забудьте подписаться. Увидимся. Пока-пока.